Орегано. Дыхание солнца и ветра. Он растет там, где земля суха, но полна жизни, где каждая травинка хранит вкус света. Мне близка его сила, теплая, негромкая. Она очищает дыхание и мысли, возвращает внутреннюю собранность. С ним будто вспоминаешь простоту, как много дает одно лишь присутствие земли и воздуха. Всем привет, меня зовут Алина. Здесь я рассказываю об ароматных растениях, их истории, культурных традициях и психологию их аромата. В конце каждого выпуска делюсь личным опытом о взаимодействии с этим растением и о том, что его аромат пробуждает в глубине памяти и чувств. И спасибо, что вы здесь, слушаете, делитесь, оставляете свои отклики. Орегано. Древняя трава Средиземноморья. Он впитал в себя вкус камня, солнца и соли. Его аромат – символ тепла, защиты и радости. С ним жили греки, римляне, евреи и арабы. И в каждой культуре он значил одно – жизнь, которая сильнее ветра. Мы привыкли звать его орегано, от греческого орегонон – сияние гор. И правда, его аромат как свет – впитанный в листья солнцем и ветром. Но задолго до того, как греки дали ему имя, эта трава уже жила в земле Израиля. В текстах Торы ее знали как эзов, траву очищения, которой кропили алтари и дома. С тех пор орегано несет одно дыхание – очищение и возвращение к жизни. Только формы менялись. От священного растения Древнего Востока до ароматной травы, ставшей символом радости и любви в Элладе. Когда пути торговцев и переселенцев соединили Восток и Запад, трава света и очищения перешла на греческие берега. Там ей дали имя орегонон, и она стала символом радости, любви и благополучия. Так растение Завета стало и травой Афродиты, сохранив в себе одну и ту же суть – воскрешение через очищение. Имя орегано родилось на склонах Эгейских гор. От греческих «орос» – гора и «ганус» – сияние, радость. Радость гор. Так греки называли растение, чье дыхание наполняло воздух теплом. Оно любит открытые пространства – камни, известняк, солнце и ветер. Это растение выживания и благодарности. Все в нем про устойчивость света. В Греции орегано всегда был рядом с человеком. Он рос у дорог, на крышах домов, возле храмов и у моря. Трава солнца, очищающая воздух и мысли. По легенде, орегано – дар Афродиты. Когда богиня вышла из морской пены у берегов Кипра, она благословила землю ароматными травами, чтобы их запах напоминал о радости бытия. С тех пор орегано символизировал гармонию и любовь, а его венками украшали жениха и невесту. Считалось, что аромат укрепляет союз и отгоняет злые силы. Греки верили, что если орегано растет у входа в дом, внутри живет счастье. Веточки клали в постель младенцам для спокойного сна, в щели кораблей, чтобы путь был легким и ветер благосклонным, в могилы, чтобы душа нашла путь без страха. Так одно растение соединяло все переходы – рождение, жизнь, смерть. На Крите орегано имеет два лика. Первый – греческий орегано, Ореганум анитес, солнечный, пряный, домашний. Им приправляли пищу, натирали тело после купания, добавляли в вино и масло. Это трава очага, радость, тепло, вкус. Второй – диктамнус. Ореганум диктамнус – серебристая трава, растущая на отвесных скалах. Ее листья покрыты мягким пушком, будто утренним светом. Диктамнус был священным. Собирать его могли только смельчаки, спускавшиеся по веревкам над пропастью. За это их называли диктамнолатрами, служителями травы.
Аристотель писал, что дикие козы, раненые стрелами, едят диктамнус, чтобы вытолкнуть стрелу и исцелиться. С тех пор его считали травой, что возвращает жизнь. Его клали в настои и мази, в ладан и вино, вешали у входа, чтобы аромат оберегал дом, и дарили тем, кто отправлялся в море, чтобы вернулся целым. В античной медицине орегано занимало особое место. Гиппократ рекомендовал его при простуде, боли и упадке духа. Диоскорид писал, что он греет тело и рассеивает тоску. Им лечили кашель, лихорадку, женские недуги, раны и укусы. Считалось, что запах очищает дыхание, а настой укрепляет сердце и проясняет голову. На Крите из диктамнуса готовили вино эрафон, считавшееся эликсиром любви и сил. Сушеные листья добавляли в масло, благовония, лечебные мази. Монахи хранили их в тканевых мешочках, чтобы аромат помогал сосредоточиться в молитве. Орегано стал неотъемлемой частью греческой кухни. Его добавляли в хлеб, рыбу, мясо, оливковое масло, все, что связано с солнцем и землей. Критяне говорили: «Там, где пахнет орегано, там живет жизнь». Вино с орегано пили для укрепления сердца, а веточки клали в очаг, чтобы дым очистил дом. В греческой душе орегано – теплый свет, который не гаснет даже в камне. Он соединяет огонь солнца и прохладу ветра, радость и ясность, любовь и покой. Это аромат внутреннего равновесия, когда тело дышит свободно, а ум чист, как небо над Эгейским морем. Майоран. Близкий родственник орегано, но его душа мягче, свет теплее. Он родом из Восточного Средиземноморья, Кипра, Сирии, Малой Азии. Позже распространился по всему миру, от Египта и Греции до Европы и Индии. Если орегано тянется к солнцу на каменистых склонах, то майоран выбирает сад, дом, место, где живут люди. Его аромат не зовет в путь, он зовет вернуться домой. У древних египтян майоран был травой Осириса. Его клали в усыпальницы, как символ воскрешения и вечной жизни. Запах считался ключом, открывающим врата между мирами. У римлян он считался травой спокойного сердца. Им ароматизировали воду, вино, масла, жгли в спальнях, чтобы сны были добрыми. Плиний Старший писал: «Майоран прогоняет тоску и согревает душу». Позже, в средние века, его называли амаракус. И в монастырских травниках он был средством от печали ума и холодности сердца. В античной и арабской медицине майоран применяли при простудах, спазмах, нервных расстройствах, бессоннице. Его настой пили для успокоения, втирали масло в грудь при кашле, а сухие листья клали в подушки и ванны. Современные исследования подтверждают, эфирное масло майорана содержит природные компоненты – линолеол, терпенен и сабинен, которые обеспечивают его мягкое расслабляющее, обезболивающее и противовоспалительное действие. Майоран снижает уровень кортизола, регулирует дыхание и сердечный ритм, успокаивает гиперактивную нервную систему. В ароматерапии его называют маслом покоя. Он расслабляет без усыпления, согревает, не перегружая. Его часто используют при бессоннице, тревоге, мышечных спазмах и стрессовом напряжении, переутомлении и эмоциональной закрытости. Запах майорана. Теплый, сливочно-пряный. В нем есть нежность хлеба и сладость сухих трав. Он не стремится впечатлить, он обволакивает. Это аромат присутствия, в котором тело начинает доверять. В диффузоре или духах он дает ощущение уравновешенности, как будто воздух становится плотнее и мягче. После тяжелого дня это дыхание возвращения к себе. Он помогает людям, уставшим от контроля, тем, кто боится чувствовать или все время держит себя в напряжении.
Его аромат растворяет внутренние зажимы, дает позволение быть уязвимым, без страха, мягко возвращает доверие к жизни и к телу. В психологии ароматов майоран относят к категории масел принятия и нежности. Он особенно поддерживает при потере, одиночестве или когда человек закрывает сердце, чтобы не чувствовать боль. Майоран напоминает, что покой – это не отсутствие движения, а состояние, где можно дышать, не защищаясь. Когда орегано покинул склоны Эллады, он шагнул на восток, в землю, где солнце еще жарче, а ветер несет запах моря и пыли. Так он оказался в Анатолии, древней Малой Азии, где горы и равнины Турции стали его новым домом. Здесь растет множество видов орегано, возможно, больше, чем где-либо еще на Земле. Среди них самые известные – Ориганум анитес. Здесь его называют анатолийский или турецкий орегано. И душица греческая Ориганум вулгари хиртум, а также редкий, душица мелкоцветковая Ориганум минутифлорум, эндемик юго-западных гор. Эти растения привыкли к жаре и камням, к ветру, который высушивает все живое, но в их листьях всегда сохраняется влага и аромат. Так проявляется древняя сила рода, умение жить в лишении, не теряя вкуса. В античные времена этот регион был частью греческого мира. Здесь, как и в Элладе, орегано считали травой Афродиты, знаком любви, мира и здоровья. Им украшали венки, клали в вино и масло, ароматом очищали храмы. Позднее, уже в эпоху Византии и Османской империи, трава вошла в повседневную жизнь. В деревнях ее заваривали в чай при простуде, добавляли в мясные блюда и сыр, жгли перед праздниками, чтобы дом наполнился добрым духом. На западе Турции женщины клали веточки орегано в сундуки и детские колыбели для защиты и свежести. На юге, в Тарсусе и Испарте, орегано окуривали жилища после болезни или тревожного сна, чтобы воздух очистился от страха. Сегодня Турция – один из мировых лидеров по выращиванию и перегонке орегано. Масло турецкого орегано экспортируется по всему миру и считается эталонным по содержанию карвакрола, главного соединения, отвечающего за антисептическую силу растения. В местной народной медицине орегано остается универсальным средством от холода, усталости, нарушений пищеварения. Настой пьют при лихорадке, масло добавляют в мази, а свежие листья прикладывают к ранам и укусам. Запах турецкого орегано теплый, острый, но в нем меньше дикости, чем в марокканском, и больше устойчивости, чем в греческом. Он словно собрал силу обоих миров – западного и восточного, радости и строгости. В ароматерапии его используют для очищения пространства, восстановления тонуса и как масло внутренней собранности. Он дает ощущение включенного тела, мягкое пробуждение после долгого сна. Психологически это аромат ясной силы. Он помогает преодолеть внутреннюю рассеянность, вернуть себе энергию без напряжения. Турецкий орегано напоминает: сила не обязательно громкая, иногда она просто ровно горит. Когда орегано покинул горы Эллады и Анатолии, его аромат двинулся на юг, в края, где солнце жжет землю до белизны, а воздух пахнет тимьяном и солью. Так он вернулся туда, где когда-то начинался его путь – в Сирию, Ливан и Израиль. Здесь его знали под другим именем – заатар. Это слово в арабском и иврите стало общим названием. Для ароматной смеси, соединяющей сирийский орегано, ориганум сириакум, дикий тимьян, сумах и кунжут. Но прежде чем стать приправой, заатар был священной травой. Он рос в горных долинах и возле древних поселений, там, где пастухи жгли ароматные ветви у входа в пещеры,
чтобы дым отгонял злых духов и очищал жилище. В текстах Торы упоминается эзов, очищающая трава, которой кропили алтари и дома. Использовали в обрядах обновления и покаяния. Современные ботаники полагают, что под этим именем скрывался сирийский орегано. Тот самый заатар, аромат которого до сих пор наполнен священной ясностью. Это растение сопровождало человека в моменты перехода между нечистотой и чистотой, между старым и новым. Его аромат открывал дыхание, возвращал присутствие, напоминая, что очищение – способ вернуть себе жизнь. В древнееврейских и ближневосточных текстах орегано упоминается среди трав земли, которыми очищали дом и тело. Его клали в благовония и мази, а настаи использовали для омовений и исцелений. Аромат заатара считался дыханием самой земли, простым, но живым. Когда человек вдыхал его запах, он вспоминал о доме, о полях и камнях, прогретых солнцем. Запах возвращал к корням, к той части себя, что не уходит даже в изгнание. В арабских традициях заатар – трава памяти и ясности ума. Студенты ели хлеб с заатаром перед учебой, чтобы ум не уставал и мысли были остры. Матери давали его детям утром, чтобы день прошел в силе и спокойствии. В Израиле заатаром очищали дома, вешали веточки у входа, считая, что аромат не пустит в жилище болезни и тревогу. Смесь сушили и хранили в полотняных мешочках, рядом с хлебом, чтобы еда впитывала запах тепла. Сирийский орегано – главный вид региона. Его еще называют библейский исоп или библейский заатар. Это высокий светло-зеленый куст с крупными бархатистыми листьями и белыми соцветиями, пахнущими сладко и пряно, с оттенками меда, тимьяна и смолы. На юге Израиля встречается родственный вид – орегано дая, с более зеленым мягким ароматом, словно в нем больше тени, чем солнца. Оба эти растения имеют долгую связь с ритуалами земли. Ими натирали руки и одежду перед молитвой, считая, что запах делает тело чистым для дыхания Бога. Заатар – это не просто приправа, а часть идентичности Леванта, восточного побережья Средиземного моря. Им посыпают хлеб манакиш, смешивают с оливковым маслом, мажут на лепешку, подают утром с чаем и сыром. Это еда, символ дома, простоты и, как говорят местные, вкус земли, который не забывается. В Ливане и Сирии заатаром натирают тело ребенка при простуде, а женщины кладут его под подушку, чтобы сны были добрыми и сердце спокойным. В старых деревнях Галилеи его жгли в очаге накануне праздников. Дым очищал дом, как молитва. Если греческий орегано – это радость гор, то ближневосточный – тишина земли после зноя. Он несет не столько бодрость, сколько присутствие. Ощущение дома, где пахнет хлебом, маслом и ветром. Его запах – как прикосновение памяти, простое, теплое, устойчивое. Он соединяет поколения, вплетая в дыхание аромат тех, кто жил до нас. И, может быть, поэтому заатар так любим в этом регионе. Он не украшает жизнь. Он напоминает, что жизнь уже полна вкуса и света. Сирийский орегано – одно из самых мощных эфиромасличных растений Леванта. Его эфирное масло содержит высокие концентрации карвакрола и тимола, соединений, обладающих сильным антисептическим, противовирусным и противогрибковым действием. Современные клинические исследования подтверждают, что его масло эффективно подавляет рост золотистого стафилококка, гриба кандиды и других устойчивых микроорганизмов. Его добавляют в натуральные препараты против инфекций дыхательных путей, а также как природный консервант в пищевой и фармацевтической промышленности. В традиционной медицине Леванта
орегано применяли при простуде, бронхите, расстройствах пищеварения и боли в суставах. Настои пили для укрепления иммунитета, а паровые ингаляции использовали при кашле и насморке. Орегано. Дая, встречающийся в пустынях Ньегева, имеет более мягкий химический профиль. Меньше тимола, больше гераниола, линолеола и эвгенола. Поэтому его аромат воспринимается как более зеленый, сладкий и спокойный. Местные целители считали его травой, возвращающей дыхание. Использовали при истощении, жаре, нервной слабости, а настой добавляли в воду для омовений. Эфирное масло сирийского орегано относится к числу самых сильных природных антисептиков. В ароматерапии его применяют дозированно, в микроколичествах, чаще в виде энергетического щита, для очищения пространства, защиты, восстановления личных границ. Несколько капель в аромалампе, и воздух становится сухим, прозрачным, как после грозы. Его запах горячий, рисковатый, со временем теплеет, раскрывая мед, пыль и теплую землю. Это не аромат расслабления, это аромат пробуждения. Он активирует дыхание, очищает от апатии, поддерживает, когда человек теряет энергию или внутреннюю собранность. Орегано Дая действует иначе. Он мягче, тоньше, более эмоционально поддерживающий. Аромат свежего зеленого листа с легким оттенком цветка успокаивает нервную систему, гармонизирует сердце. В ингаляциях и духах его используют для снятия тревоги и перегрева чувств, при эмоциональном истощении и чувстве внутренней пустоты. Комбинация двух масел, сирийского и дая, дает удивительный баланс – очищение и мягкость, сила и принятие. Это как дневной и вечерний аспект одной и той же земли. В психологическом смысле орегано леванта – аромат возвращения к опоре, к телу, к дыханию. Он помогает тем, кто долго жил в голове, кто истощен анализом, тревогой, постоянным действием. Запах возвращает человека в центр груди, в место внутреннего тепла и уверенности. Если греческий орегано символизирует радость и солнечную ясность, то сирийский несет энергию восстановления и защиты. Это аромат земли, которая пережила все, и все же продолжает пахнуть светом. Он помогает пережить периоды утраты, очищает память от страха, поддерживает в процессе эмоционального перерождения. Психологи-ароматерапевты называют сирийский орегано маслом личных границ. Оно дает силу сказать «нет», не теряя мягкости. Орегано Дая – масло тишины сердца. Оно раскрывает ощущение безопасности, помогает снова доверять жизни, телу, дыханию. Это растение внутреннего равновесия. Оно учит быть устойчивым, не становясь жестким. Когда орегано пересек Средиземное море и оказался на африканском побережье, он стал другим, горячим, резким, как дыхание песка. Здесь, в Марокко, Алжире и Тунисе, растет марокканский орегано, Origanum compactum, вид с самым высоким содержанием карвакрола и тимола, два огненных компонента, делающих его сильнейшим природным антисептиком. Марокканский орегано предпочитает сухие плато и каменистые равнины. Его аромат не легкий и не цветочный, он горячий, перечный, пронзительный, как если бы в нем запечатлелось само солнце пустыни. В Северной Африке эту траву знали еще берберские целители. Ее использовали в обрядах очищения, кипятили листья в воде и окуривали ею дом перед праздниками, особенно весной, чтобы прогнать болезни и злой дух зимы. Считалось, что дым орегано отгоняет дурной глаз и развязывает узлы на пути человека. В Марокко настой орегано пили перед дорогой, а в Алжире им натирали тело младенцев для защиты от болезней из глаза. В бедуинской традиции аромат травы сопровождал обряды перехода. Ее жгли, когда человек покидал дом,
и когда возвращался, чтобы очистить след пути. В старых марокканских травниках орегано называют «трава, которая выжигает зло». Его использовали при всех заболеваниях, связанных с холодом, влагой и страхом. Им лечили инфекции дыхательных путей, желудка, кожи, а также болезни сердца, под которыми понимали тоску и подавленность. Современные исследования подтверждают, масло марокканского орегано – одно из самых активных против бактерий, вирусов и грибков. Его используют как натуральный антибиотик и в ветеринарии, и в производстве экологичных антисептиков. Однако сила его велика, и в ароматерапии его применяют осторожно, только в разведенной форме, в минимальных дозах, через кожу или в аромамедальонах. Запах марокканского орегано – горячий, насыщенный. В нем есть огонь, пыль и металлический блеск. Он пробуждает кровь, выравнивает дыхание, усиливает внутренний тонус, когда тело истощено. Это аромат пробуждения и защиты. Он помогает выйти из состояния слабости, апатии, страха, возвращает энергию в центр. В энергетической практике его считают маслом воли, маслом действия и решения. Там, где сирийский орегано очищает и возвращает к центру, а орегано дая смягчает сердце, марокканский поднимает внутренний огонь, помогает сделать шаг, когда человек слишком долго колебался. Марокканский орегано – это архетип огня, который защищает. Он не разрушает, а выжигает все лишнее, чтобы человек мог почувствовать живую силу внутри. В психоэмоциональной работе его аромат помогает при усталости от внешнего давления, при чувстве беспомощности или хронического страха, когда нужно вернуть себе решительность и внутреннее тепло. Это масло не столько для покоя, сколько для пробуждения. Оно говорит: очистись, согрейся, вспомни, что ты жив. После работы с ним человек часто ощущает легкость, словно в теле вновь включается дыхание, а в сознании появляется простая, уверенная ясность. Из Греции орегано распространился по всему Балканскому полуострову, а оттуда в Италию, Францию, на север Европы. Его ближайший родственник, Ориганум вулгаре, вошел в европейскую традицию под именем орегано обыкновенный или душица. В холодных странах она стала растением утешения и здоровья. Ее клали в вино и бочонки с медом, сушили на чердаках, вешали у очага. Считалось, что запах душицы укрепляет тело, прогоняет уныние и черную желчь. На Балканах и в Центральной Европе она вошла в обряды перехода. Ею окуривали дом после родов, клали в подушку новобрачным, жгли в ночь Ивана Купалы вместе с зверобоем и полынью, чтобы очистить судьбу и привлечь удачу. В славянских землях душица стала травой женской силы. Ее использовали в банях и купелях, в лечебных чаях, для снятия тревоги, усталости, в ароматных венках, чтобы душа не потеряла тепла. На юге Европы орегано вновь раскрылся как трава солнца. Итальянский орегано приобрел пряный яркий аромат и стал душой кухни, символом радости, еды, тепла дома. В античном Риме его клали в масло и вино, а сегодня без него невозможно представить пиццу, соусы, овощные блюда, томаты, мясо. Его аромат связывает вкус с ощущением жизни – простой, земной, полной. В итальянской культуре орегано – трава праздника и семьи, напоминание о солнце даже в холодный день. Он символизирует открытость, радость присутствия. Во Франции орегано вошел в состав знаменитой смеси – травы Прованса, вместе с тимьяном, розмарином и чабрецом. Здесь его использовали не только как приправу, но и как средство для расслабления, восстановления дыхания.
Французские парфюмеры XIX века применяли эфирное масло душицы в композициях с лавандой и шалфеем, чтобы придать аромату ощущение сухого южного ветра. В Провансе орегано – запах горных лугов, солнца и отдыха. Им наполняют подушки, ароматизируют белье, жгут веточки в камине для уюта и спокойствия. Эфирное масло душицы обыкновенной и его разновидностей широко применяется как природный антибиотик. Современные исследования подтверждают, карвакрол и тимол активны против множества бактерий и вирусов, улучшают иммунный ответ, стимулируют дыхательную систему. В фитотерапии европейскую душицу используют при инфекциях дыхательных путей, расстройствах пищеварения, нервном истощении и бессоннице. Чай из душицы мягко снимает спазмы, улучшает дыхание и настроение. Европейский орегано утратил обрядовую сакральность, но сохранил эмоциональное тепло. Это аромат повседневной радости, умение быть простым и настоящим. Он помогает расслабиться без потери ясности, вспомнить о телесности, о вкусе жизни. Это запах хлеба, солнца, рук, пахнущих травой. Он возвращает к простоте. Жить, дышать, быть дома. Когда орегано зацветает, запах становится густым, почти осязаемым. Воздух дрожит от тепла, и кажется, что сама трава дышит. Недаром с древности ее называли растением дыхания. Еще Гиппократ писал, что орегано очищает тело и разум. Его отвар пили при простудах, прострелах, тяжести на сердце. Диоскорид советовал жевать листья после еды, чтобы просветлить голову и облегчить дыхание. Тогда никто не знал о молекулах, но чувствовали. Запах орегано делает тело легким, а мысли ясными. Сегодня мы знаем, что в листьях живут соединения с огненным характером. Карвакрол, тимол, парацимин. Они убивают бактерии и грибки, успокаивают воспаление, регулируют дыхание и даже снижают уровень стресса через влияние на нервную систему. В современной фитотерапии орегано называют природным антибиотиком. Его масло используют при кашле, вирусных инфекциях, в бронхолегочных смесях, при грибковых поражениях кожи. Несколько капель в аромалампу или в базовое масло для растираний. Его настой – чай, который согревает изнутри, когда тело теряет силу, и дыхание становится коротким. Но, как и в древности, сила орегано не только в химии. Его аромат пробуждает волю жить. Он вычищает изнутри усталость, страх, сомнения. Он не требует внимания, не стремится быть священным, но рядом с ним становится легче дышать. Это аромат повседневной радости, того самого тепла дома, которое не нужно искать. Он помогает при усталости, внутренней пустоте, восстанавливает связь с телом, с простыми ощущениями, вкусом, дыханием, покоем. Запах орегано нельзя перепутать ни с чем. Он острый, сухой, теплый, будто само солнце, впитавшее пыль земли и дыхание ветра. Это не аромат украшения, а аромат действия. Он приходит тогда, когда человек утратил силу или границы, когда нужно вспомнить, где твой центр и откуда идет дыхание. В ароматерапии орегано – масло очищения и восстановления воли. Оно используется не для расслабления, а для прояснения. Помогает при усталости, апатии, эмоциональной загруженности, когда человек живет не своим ритмом. Несколько вдохов, и появляется ощущение внутренней оси. Ты снова стоишь прямо, дышишь глубже, чувствуешь, как тело возвращается в силу. На уровне эмоций орегано символизирует ясность и зрелость. Он словно говорит: очисти пространство, оставь только то, что живое. Архетипически это растение – страж и учитель,
Он стоит на границе между хаосом и порядком, между прошлым и новым, и учит действовать без лишнего жара. Его энергия связана с элементом огня, но это не разрушительный огонь, а внутренний жар, который поддерживает жизнь. Орегано помогает людям, которые слишком долго сдерживали себя или наоборот, разбрасывали энергию, теряя фокус. Он возвращает чувство направленности и уверенности, помогает отпускать тревогу, не теряя собранности. На глубинном уровне аромат орегано пробуждает память дыхания, ту, что соединяет тело, и дух, когда одно наполняет другое, и человек снова чувствует себя цельным. Я с орегано познакомилась близко. Несколько масел и гидролатов дистиллировала сама. У каждого вида свой голос, своя энергия. И чем дольше я с ними работала, тем отчетливее ощущала. Эта трава говорит о внутренней силе, но по-разному. Где-то как камень и солнце, где-то как дыхание после ветра. Сирийский орегано. Аромат очищения системы. Когда элита и общество в целом перестают стремиться к общему благополучию, а используют свои преимущества ради выгоды, теряется внутренняя ось справедливости. Обман и манипуляции становятся нормой, сильные начинают кормиться слабостью других, и энергия жизни постепенно выгорает. Такое устройство мира ведет к расслоению, бедности, к росту болезней. Не только телесных, но и социальных. Сирийский орегано высвечивает этот пласт коллективного бессознательного, показывает, где корень искажения, в желании брать, а не давать. Это растение очищает структуру, и внешнюю, и внутреннюю. Его энергия возвращает порядок, восстанавливает связь между силой и совестью, учит управлять не через давление, а через осознанное присутствие, через понимание, что каждый человек важен. А гидролат сирийского орегано несет в себе другую ноту. Он сладковатый, теплый, как дыхание после очищающего дождя. Его аромат помогает интегрировать пережитый опыт, собрать осознание в целое. Он приносит простое понимание. Жить в обществе радостнее и безопаснее, когда люди видят ценность друг друга, когда сильные поддерживают слабых, а сила становится не инструментом превосходства, а возможностью внести больший вклад в процветание всех. Орегано Дая. Аромат очищения человеческих связей. Он резонирует с глубинной информацией, бессознательным, касающейся искажений в общественных отношениях. Там, где совместная работа перестала быть сотрудничеством, а общее благо – ценностью. Орегано Дая показывает, как люди теряют связь, когда каждый думает только о себе, перекладывает ответственность, осуждает других, и общество превращается в поле раздражения и усталости. Этот аромат очищает такие состояния, растворяет внутренний цинизм, высвобождает желание быть полезным, включаться в общее, делиться силами. Он напоминает, что сотрудничество возможно только там, где есть уважение и общая цель. Энергия орегано Дая возвращает воздух в отношения, делает дыхание между людьми живым, а взаимодействие свободным и честным. Это аромат, который не столько объединяет, сколько очищает пространство, чтобы единство могло родиться заново. А его гидролат помогает пройти следующий шаг, не вовне, а внутрь. Он приносит понимание, что перемены начинаются с себя, не через критику и осуждение других, а через пересмотр собственных убеждений. Гидролат. Орегано Дая мягко интегрирует очищение, помогая человеку жить идеей и намерением развития, а не борьбой с чужими ошибками. Марокканский орегано. Аромат очищающего огня. Он резонирует с глубинной информацией о границах и ограничениях, которые человек встречает на своем пути. Эти преграды не случайны, они приходят, чтобы направить внимание внутрь, заставить спросить себя,
Куда обращено мое намерение? На жизнь ради собственных желаний или на путь, где важнее развитие и помощь другим? Энергия этого масла требует честности. Оно высвечивает, где человек действует из эго, а где из смысла. Марокканский орегано учит использовать силу не для защиты, а для созидания. Он помогает принять ограничения как форму обучения, понять, что через них раскрывается настоящая свобода, возможность служить, оставаясь цельным. Майоран. Аромат мягкого принятия. Он резонирует с глубинной информацией в бессознательном, там, где желания переплетаются со страхом и теряют меру. Майоран помогает увидеть, почему внутреннее стремление стало искаженным, где человек ищет компенсацию вместо развития, и что стоит за повторяющимися циклами неудовлетворенности. Энергия Майорана – это возвращение к чистому намерению. Желать не из недостатка, а из осознанности. Он напоминает, что когда мы строим жизнь на иллюзиях, цепляясь за старые формы, мир начинает нас зеркалить. Через беспокойство, непонимание, через ощущение, что все идет не так. Майоран приходит в тот момент, когда человек стоит на границе взросления. Когда пора вспомнить о главном, о внутреннем долге развития, о естественном движении души к свету. Каждый кризис – приглашение к росту, та зрелость – не потеря чувств, а умение видеть жизнь шире, чем собственные желания. Это аромат, который зовет к осознанию, зачем все происходит и куда ведет. Он не убаюкивает, а просветляет. Он мягко снимает эмоциональную броню, растворяет страх увидеть реальность без украшений и делает этот взгляд безопасным. Энергия Майорана направлена не вовне, а внутрь, в то место, где душа впервые решает – расти или оставаться в повторении. Орегано – обыкновенный. Аромат глубинной памяти рода. Он резонирует с информацией в бессознательном, связанной с личными и наследственными патологиями, тем, что было передано из поколения в поколение через неразрешенные конфликты, подавленные чувства, непроговоренные обиды. Это энергия старых ран, глубинной агрессии, ненависти из ниоткуда, необъяснимых вспышек гнева, которые не принадлежат только нам, а исходят из тех, кто жил до нас. Орегано обыкновенный поднимает эти слои, чтобы они могли быть осознаны и отпущены. Он напоминает, все, что было вытеснено, но не переосмыслено, рано или поздно ищет выход. Через боль, болезни, разрушенные отношения. Этот аромат помогает не подавить, а переосмыслить, встретиться с родовой агрессией, перевести ее в силу, дать ей новое направление. Не к разрушению, а к жизни. Гидролат. Орегано обыкновенного помогает увидеть и осознать. Наши личные драмы так тяжело переживаются именно потому, что в них звучит не только личная боль, но и отголоски коллективных, неразрешенных конфликтов. Невозможно идти дальше, не освободив этот слой памяти. Пришла пора применить свободу воли, снять ментальный груз поколений, перестать нести то, что уже не принадлежит нам. Это путь не из легких, но каждое изменение начинается с человека, с его внутреннего посыла, из сильного стремления к доброму, к светлому, к высокой надежде, которая делает возможным исцеление. Орегано. Дыхание ясности. Все его лики, от сирийского до майорана, говорят об одном – о возвращении порядка в теле, в отношениях, в мире. Это растение несет энергию очищения, но не как разрушение, а как восстановление смысла. Его аромат приходит туда, где накопилось слишком много шума, раздражения, где человек забыл, ради чего живет. Орегано не утешает, он пробуждает. Сначала болью, потом светом. Он открывает глаза на то,
что очищение невозможно без честности, и что развитие начинается с простого шага – увидеть, где внутри застыло. В этом вся его сила. Он учит действовать не из гнева, а из осознания, жить не за счет других, а вместе. И помнить, что настоящий огонь – тот, что согревает, а не жжет. Когда аромат орегано растворяется, остается тишина, в которой дыхание становится ровным, а мир чуть яснее.